Привет! Вы на канале Саша Мамаша. И сегодня я расскажу и покажу, как сшить вот такой короб для хранения. У меня эти короба для вот такого стеллажа в детской комнате. Это стеллаж по типу икеевского стеллажа. Ну, если говорить точнее, это полностью по таким же размерам сделан стеллаж на заказ. Единственное отличие — это толщина вот этой верхней крышки, боковых стоек и днища. У икеевского они толще, а здесь в этом исполнении они такие же, как и вот эти перегородки. А мы вернемся к нашим коробам. Изготовить их самостоятельно меня заставило то, что мне надоело покупать сюда готовые короба, которые достаточно быстро приходят в негодность, особенно в детской комнате. И, собственно, мы подошли к преимуществам вот таких, изготовленных собственными руками, коробов. Плюсами такого короба является то, что он полностью разборной. То есть, когда какая-то деталь вышла из строя, ее можно просто заменить на такую же, и короб будет как новый. И, конечно, так как все детали съемные, вынимаются, вы понимаете, что сам чехол вот этого короба, его можно стирать. Также к плюсам можно отнести то, что вы можете изготовить такие короба из любой ткани, какая вам приглянется, какая вам больше подходит к интерьеру. И также я буду показывать и видео, как изготовить вот такого размера короба, но их можно делать абсолютно любых размеров, то есть это тоже большой плюс. Итак, если вам интересно, как изготовить вот такие короба или коробки для хранения, оставайтесь на канале и смотрите видео дальше. Для изготовления такого короба я взяла бязь двух перекликающихся расцветок. Это для внешней стороны, а это для внутренней стороны короба. Ткань вы можете выбирать по своему усмотрению, какая вам больше подходит по расцветке, какая вам больше нравится. Главное условие – ткань не должна растягиваться, иначе короб не будет держать форму. Также, конечно же, понадобятся нитки в цвет ткани. У меня две расцветки, одна под эту ткань и одна под эту. И также нам понадобится картон. У меня это листовой гофрокартон. Я взяла пятислойный, потому что он чуть прочнее, но можно использовать и обычный трехслойный картон, который используется для изготовления большинства коробок. И, как всегда, при работе с бязью начинаем мы с того, что выполняем влаготепловую обработку ткани. То есть мы проутюживаем все полотно при максимальной температуре утюга и максимальном паре. Из подготовленной ткани вырезаем детали для короба. Как видите, у меня вот эта деталь для внутренней части короба, это внешняя сторона, это днище самого короба, а вот эта деталь это для чехла, для картона, который будет вставляться на днище. И вот эта маленькая деталь для петельки для днища, чтобы его было удобно вынимать из короба. На всех деталях, там где это необходимо, уже очерчены вспомогательные линии. Вот это у меня линия по верхней части внутренней детали для короба, линия, по которой будет заутюживаться для подворота. На внешней детали это она лежит лицевой стороной вверх. С изнаночной стороны также очерчена линия 2 см для подгибки. По днищу по всем сторонам очерчен 1 см припуска. Вот эта линия, по которой должен проходить шов. На детали для вкладного днища тоже для подгибки очерчена линия. И на внешней детали с лицевой стороны очерчены линии, по которым будут проходить швы. И начинаем мы с того, что складываем вот эти три детали пополам. Деталь внутренней части короба, внешней и деталь для вкладного днища. И выполняем швы вот по этой стороне, здесь. И на этой детали по двум сторонам, здесь и здесь. Выполнять эти швы можно как на оверлоке, так и на швейной машине. Сначала проложив прямую строчку и затем обработав край зигзагом или другим обметочным швом. Теперь берем нашу деталь для петельки, складываем ее пополам и прокладываем прямую строчку вот здесь на расстоянии 5 мм от края.
Выворачиваем эту деталь. Теперь нам надо проутюжить. Складываем ровно пополам так, чтобы шов совпадал с линией сгиба, и проутюживаем. Теперь на этой маленькой детали прокладываем прямые строчки с обеих сторон на расстоянии 5 мм от края. Используем нитки в цвет ткани. Теперь заутюживаем деталь пополам. Перед тем, как сшивать деталь вкладного дна по двум ее сторонам, мы с одной из сторон отмечаем середину и вкладываем туда подготовленную нами петельку. Прикалываем булавкой. Также деталь можно закрепить в нескольких местах булавками. Сшиваем деталь вкладного дна. На детали для вкладного дна мы должны просто по периметру заутюжить на подгибку. То есть мы заутюживаем сначала по очерченной линии 2 см. Когда это проутюжим, заутюжим еще пополам. А на этих двух деталях, внутренней и внешней части короба, мы сначала должны заутюжить вот эти швы. Причем в одну и ту же сторону. То есть вот это у меня верх. И я заутюживать буду вот сюда, на себя. Точно так же я сделаю на этой детали. Вверх, на себя. И уже после этого, точно так же, как я уже показала, мы заутюживаем 2 сантиметра сначала вот так. И затем подогнув еще пополам. Перед тем, как здесь загибать, вырезаем нитки. И теперь загибаем. Теперь заправляем швейную машину нитками нужного цвета. Также я сняла рукав, чтобы мне было удобнее строчить, чтобы ткань вот здесь лучше проходила, так как детали у меня все закольцованные. И теперь вот здесь прокладываем прямую строчку. Я предварительно изменила положение иглы так, чтобы мне было удобно ориентироваться на вот этот край лапки и на верхний сгиб. Шить начинаю немного раньше вот этого шва. Подходя сюда к концу, обрезаем нитки начала строчки, дошиваем и здесь делаем закрепку. При необходимости заменяем нитки и продолжаем. Выполняем подворот на внутренней части короба и на детали вкладного дна. На этой детали можно сразу обрезать нитки, вывернуть и отложить в сторону, потому что эта деталь уже готова. Соединяем внутреннюю и внешнюю части короба между собой. Для этого внутреннюю сторону мы оставляем на изнаночную сторону, а внешнюю сторону мы выворачиваем на лицевую. И теперь вкладываем внутреннюю часть во внешнюю. Вкладываем так, чтобы совпали наши вот эти швы и нижние срезы. Для этого сначала соединяем швы. Так как мы утюжили шов в одну и ту же сторону на деталях, то при встречном сложении у нас эти швы оверлочные будут смотреть в разные стороны. Таким образом здесь не будет утолщения. Складываем так, чтобы шов у нас полностью совпадал. Вот так вот растряхиваем немножко. Здесь фиксируем булавкой. Теперь берем за это место, натягиваем вот так. Вот здесь наши срезы тоже должны совпасть нижние. Растряхиваем еще раз. Смотрим, чтобы все было ровно у нас, чтобы внутри не было никаких складок. И теперь здесь по нижнему краю закалываем булавками. Не сильно часто. Скололи по нижнему краю, теперь раскладываем так, чтобы место там, где шов, у нас было сверху, чтобы нам было удобнее. Итак, я перевернула опять вверх ногами, все разровняли. Проверяем, что у нас вот эти швы здесь тоже совпадают, этот шов. И закалываем вдоль шва.
проверяя так, чтобы шов у нас везде совпал. Хотя, если говорить откровенно, это не настолько важно, вернее, не так важно, как то, чтобы у вас здесь все было ровно. Если вдруг у вас даже здесь не совпадает, немножко, это не страшно, потому что на внутренней стороне, ну, ничего страшного, если шов будет не прямо шов в шов, а где-то немножечко в сторону. Но главное, чтобы у вас везде были прямые углы, чтобы внутри все было ровно, без всяких перекосов. Переворачиваем. Не ленимся проверять каждый раз при каждом движении, чтобы все было ровно. И теперь здесь, уже ни на что не ориентируясь, просто вдоль вот этой линии, вот когда все у вас лежит ровно, просто закалываем булавки. Все полностью скололи. Теперь вдоль вот этого шва и по нашим намеченным линиям мы должны проложить прямые строчки. Я заправила нитки таким образом, чтобы вверху у меня осталась нить, соответствующая вот этой ткани, в моем случае более светлая, а внизу более темная нить, которая соответствует ткани внутренней части короба. Прошивать мы будем здесь шов в шов, вот по вот этому шву верхнему, от нижней части двигаясь сюда к верхней. И вот в этом месте будем делать закрепку. Шьем сразу вот по лицевой стороне внешней части короба. Здесь прошили, перемещаемся к следующей нашей линии. И вот так прошиваем по всем нашим линиям. Прострочили, вынули лишние булавки вот вдоль этих швов, обрезали нитки. Теперь нам нужно соединить вот эту двойную деталь с деталей дна короба. Для этого берем эту нашу деталь. Как помните, у нас уже очерчены припуски. И накладываем на эту деталь лицом к лицу так, чтобы сравнялись вот эти срезы. И чтобы вот эти линии припусков совпадали с линиями, по которым мы прокладывали строчку. Здесь и здесь. И теперь прикалываем. Я буду использовать те же булавки, которыми у меня мой короб был сколот по низу. Скололи. Дальше будет немножко сложнее. Берем вот за эту часть, где у нас припуск, следующий угол. Находим эту нашу линию и прикладываем сюда. Прикалываем. Дальше здесь мы не сможем развернуть с вами так, чтобы заколоть вдоль этого шва. Здесь у нас уже сколото, но мы проверяем, чтобы в принципе у нас тут совпадало по длине. Вот, когда мы натягиваем, мы видим, что все совпадает. И теперь этой же вот булавочкой я сколю. Скалываем примерно посередине. Берем следующий угол, находим следующую линию, прикладываем, совмещая наши линии и срезы. И точно так же, натягивая вот так вдоль этой линии, смотрим, чтобы у нас совпадала длина, захватываем и скалываем, тоже примерно посерединке. И осталась последняя часть, но здесь она у нас с двух сторон уже скреплена, нам нужно только натянуть, проверить, чтобы все было нормально, чтобы все совпадало. Но мы просто натягиваем, проверяем, чтобы все было нормально. И по центру так вот закалываем. То есть мы себе просто наметили такие точки. Соединили. И вот это наш низ короба. Видите, он постепенно вывернулся. Нам так удобнее будет строчить. И теперь нам нужно проложить строчки вот вдоль этих линий на швейной машине. Соединяем. Итак, берем наши сколотые детали, выбираем уголок, с которого мы хотим начать, и прострачиваем. Вот я зафиксировала пальцем здесь, чтобы у меня ничего не съехало. Булавку уберу, чтобы мне было удобнее. Иголочку ставим в самый уголок. Делаем закрепку. И прострачиваем. Так, подошли ближе к этому углу.
Булавку убираем, потому что она у нас заколота с другой стороны, не так, как нам нужно, а с другой, поэтому тут такой перекос. Поэтому булавку убираем, выравниваем, сравниваем срезы, проверяем, чтобы у нас совпадала линия с этой линией и прострачиваем строго до вот этой линии. Иголочка попала в линию, поднимаем лапку и разворачиваем изделие. Разравниваем, особенно важно вот здесь уголок. Вот так его выпрямить туда. Совмещаем опять срезы. Еще раз контролируем угол. Так, подошли ближе. Делаем то же самое. И вот мы подходим к последнему углу, выравниваем все. Прострачиваем до угла и делаем здесь закрепку. И нам осталось только обработать нижние срезы вот этого нашего квадрата. Ну, в моем случае это не квадрат, а прямоугольник, но имеется в виду дно нашего короба. Я буду делать это на оверлоке, но также можно это сделать на швейной машине. Швом зигзаг или другим обметочным швом. Начинать я буду не с угла, потому что углы такие достаточно сложные места. Поэтому я начну просто с середины какой-то стороны. Готово! Осталось только заправить вот эту цепочку оверлока, и на этом швейная часть выполнения нашего короба закончена. Из листа картона вырезаем детали необходимых размеров. И нам осталось только собрать наш короб из подготовленных деталей, как конструктор. И вот наш короб полностью готов. Вот петелька, без которой, скажу вам честно, дно очень тяжело вытаскивать. А так вы всегда можете разобрать короб при необходимости. И как всегда показываю все близко. Вот наш короб со всех сторон. Это углы. Вот угол, где была именно строчка, где был сточной шов. А это угол, где была просто строчка. Здесь еще немножко видно маркер, но он сойдет после первой стирки. Вот эти углы. Вот так выглядят углы на самом отвороте. Тут строчка не до конца. Это отворот. За него мы, собственно говоря, и будем вынимать коробку из ниши. Вот эти два слоя. То есть вот так коробку можно будет вынимать. Днище короба и внутри. И вот короб готов. Работа закончена. Если вам понравился такой способ выполнения короба, если вам мое видео понравилось и было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, задавайте вопросы в комментариях. А на сегодня все. Вы были на канале Саша Мамаша. Всем пока!